Бахрам берет венец. Только в золотой короне утро над землей на подножие рассвета трон воздвигла свой. Полководцы и вельможи шахов поднялись и с войсками на Майдане ратном собрались. Все войска Абаристана ожидали там, против них войска Аджама тоже стали там. Стражи царского зверинца из глубоких рвов вывели 2 разъяренных людоедов львов. Приковали львов цепями рядом с 2 столбам, чтоб между ними невредимо не прошел Бахрам. Тут зверница, главный сторож, богатырь-храбрец, под охрану львов могучих положил венец. Золотой венец меж черных этих львов лежал, словно между 2 драконов месяц заблистал. Но не та за гром драконов черных испугал, та с судьбы и меч Бахрама тьму с небес прогнал. На земле хвостами били, яростью горя. Эти львы, они рычали, будто говоря: кто посмеет подойти к нам и корону взять? Кто посмеет у дракона клад его отнять? Но рожден с железным сердцем славный был Бахрам. Много львов убил, дракона победил Бахрам. На цепях те львы ходили, растерзать грозя. На полет стрелы к ним было подойти нельзя. По условию мобедов должен был Бахрам первым выйти за короной к 2 огромным львам. Если, мол, возьмет корону, будет шахом он, примет чашу золотую и взойдет на трон. Если ж не возьмет, от трона отречется пусть, и туда, откуда прибыл, вновь вернется пусть. То условие без спора принял шах Бахрам. Он спокойно с края поля подошел ко львам. Он охотником в Йемене самым первым слыл. Он за жизнь свою до 100 львов степных убил. И арканом львов ловил он, и стрелой стрелял, и копьем своим, и сталью острой убивал. Разве 100 львов убивший побоится 2? Он, как сталь, в охоте львиной закалил свой дух. Он своей кольчуги полы за кушак заткнул, подошел, как вихрь палящий, прямо к львам шагнул. Сам на львов, как лев в пустыне, грозно зарычал и венец своей рукою левой между ними взял. Эти львы, увидя доблесть львиную его, и бесстрашие и отваги львиное торжество, ринулись, как исполины на него. Скажи, острые мечи в них пасти, в лапах их ножи. Захотели шахской крови свой украсить пир, захотели миродержцу тесным сделать мир. Но Бахрам зверей свирепых грозно проучил, кровью этих львов свой острый меч он омочил, обезглавил их и злобью положил конец. Он живым ушел с Майдана и унес венец, возложил его на теме и воссел на трон. Так судьбой своей счастливой был он одарен. Тем, что он неустрашимо взял венец у львов, сверг Бахрам лесу с престола древнего отцом. Бахрам восходит на престол отца. Гороскоп, что о рождении шаха возвестил, исполнялся благосклонной волею светил. И по звездам, хоть не видя шаха самого, звездочеты наблюдали путь судьбы его. Видели, что трон Бахрама был в созвездии льва. Совершались предсказания данного слова. В сочетании с Утаридом солнце в апогей поднималось обещанием долгих славных дней. В знак Овна Зухра входила, Муштари вставал со стрельцом, и дом Бахрама раем расцветал. Месяц был в 10-м знаке, а Бахрам в 6-м знаке неба. С чашей месяц, а Бахрам с мечом. А рука Кейвана стала чашею весов, чашею сокровищ мира и его даров. С добрым предзнаменованием, счастьем одарен, добронравный шах Ирана поднялся на трон. То не трон, корабль удачи морем перлов плыл,
столько подданным своим он перлов раздарил. Сколько вынесть он сокровищ слугам приказал, так он сам великодушием царственным блистал, что сидевший на престоле шахов до него, одеяние носивший и венец его, увидав великолепие нового царя, слыша, как он мудро судит, милостью даря, первый подошел и молвил: «Славься, государь! Истинный ты шах вселенной и над нами царь! Им обеды шах великий, нарекли его венценосной владыкой, нарекли его, ибо храма всяк по мере разума и сил всюду тайно или явно славил и хвалил. Так Бахрам венцом весомым в мире заблистал, так он шахом горизонтов и владыкой стал. И прославивший молитвой небо и судьбу, справедливости своей он прочитал худбу. Он сказал: «На отчий трон я возведен судьбой, Бог мне даровал победу, и никто другой. Я хвалу и благодарность небу воздаю. Тот, кто верит в Бога, милость обретет мою. Я о милости не должен вечного молить, Бога я могу за милость лишь благодарить. Я у львов корону отнял, меч ли мне помог? В этом подвиге помог мне всемогущий Бог. И когда обрел венец я и высокий трон, должен быть я справедливым, чтоб одобрил он. Если даст он, так во всем я буду поступать, чтоб никто не мог в обиде на меня пенять. Вы, друзья мои, вельможи моего дворца, пусть дороги ваши будут прямо до конца. Знайте, кто из вас от кривды низкой отойдет, в справедливости спасение верное найдет. Если кто не будет ухо правое держать, у того придется уху левому страдать. Я для всех, как подобает истому царю, правосудия и защиты двери отворю. Мы теперь во имя правды в руки власть берем, злом за зло платить мы будем, за добро добром. И пока стоит на месте синий небосвод, слава тем, кто в край блаженный с миром отойдет. А живущим всем мы будем, как надежный щит, одарим добром, надеждой, не творя обид. Где вину простить возможно, можно там простить, зла не делай там, где можно милость допустить. Так намерения благие обнаружил он, и ему вельможи низкий отдали поклон. С приближенными беседу час или два он вел, а потом, сойдя с престола, отдыхать пошел. Правил он страною мудро, правый суд вершил, и народ был благодарен, Бог доволен был. Для совета звал он светлых разумом мужей, не было в стране раздоров, смут и мятежей. Аудиорассказы от Эдемы Элай.